try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. Я Ксюша, и сегодня мы с вами поговорим на тему обустройства моего балкона. Это самый часто задаваемый вопрос у моих подписчиков в Инстаграм. И сегодня я с радостью поделюсь с вами этой информацией. На момент, когда мы решили делать ремонт на нашем балконе, мое хобби еще не достигло таких размеров, поэтому нашей целью было просто сделать ремонт на балконе. Но так как в хрущевках балконы очень маленькие, мы решили его увеличить в размере как в глубину, так и в длину. На сегодняшний день мой балкон составляет в глубину 1,10 м, а в длину 3 метра. И, конечно же, моей мечтой всегда было иметь вот такие вот панорамные окна, которые пропускают много света и которые делают пространство еще более объемным и прозрачным. Стеклопакеты у нас двухкамерные. Они достаточно теплые и не пропускают. Мы делали довольно недавно, все еще новое, поэтому еще очень хорошо все работает. На момент, когда мы делали ремонт, мой ботанический сад еще, как я уже сказала, не достиг таких габаритов, поэтому и источника отопления никакого здесь мы не предусматривали. Поэтому балкон у нас без отопления. Летом прошлого года, когда мой муж, как и многие, наверное, ворчал по поводу того, что дома у нас джунгли, я решила перенести их на балкон и освободить подоконники, разгрузить наше пространство. С приходом осени я планировала занести их домой, но осень была и зима настолько теплая и комфортная, что необходимости заноса орхидей у меня не было, потому что вот открытой балконной двери в комнату и тепла, которое заходило на балкон, было вполне достаточно для того, чтобы в комфортных условиях развивались мои орхидеи. И так прошла прошлая зима. Так они у меня и до конца зимы здесь жили. И мне пришла идея, почему бы не содержать мои орхидеи круглый год в одном месте, на лоджии. И, конечно же, с приходом осени уже 2020 года я задалась вопросом отопительного вопроса на балконе, потому что я не понимала, во-первых, какая будет зима, а уже то количество орхидей, которые у меня на лоджии, уже на все мои подоконники в квартире даже не поместится при моем огромном желании. Я долго ломала голову, как же отапливать мне мой балкон, и в этот момент мне написала одна из моих подписчиц, девочка, и подсказала, что есть очень удобная система сейчас, называется мобильный теплый пол. Сейчас я вам его покажу. Возможно, вы видели вот эти небольшие участки, торчащие из-под моего коврика. Вот это как раз этот теплый пол. Он имеет размер единственный, вариантов нету, это 60 на 1,80 м. Вот такая вот какая-то, я не знаю, материал такой интересный. Вот эти вот черные полосочки, это как раз
небольшие тены такие, которые нагреваются. И эта система имеет два режима. Ночью я включаю на второй режим. Сейчас очень холодно у нас на улице, морозы до -20. На втором режиме этот пол отапливает, отдает тепло в 60 градусов. То есть это достаточно прилично жарит, я бы сказала. На ночь иногда я даже убираю этот коврик, чтобы отдача тепла была еще больше. Этот теплый пол можно класть под все виды тканей, ковров, только с возможностью отдачи тепла. То есть, чтобы, допустим, ковер не был прорезиненный, например, чтобы не закрывать площадь тепла, которое должно выходить. Вот этот вот коврик 60 на 1,80 м рассчитан по инструкции, по техническим характеристикам, он рассчитан на отапливаемой площади в 1 квадратный метр. Так как у меня на балконе 3 квадратных метра, мне его все равно вполне достаточно, потому что у меня еще, как я уже сказала, постоянно открыта балконная дверь. И вот этот источник тепла, который я себе приобрела, он просто как дополнительный элемент к тому теплу, который заходит у меня с комнаты. А так как у нас очень хорошо топят батареи, я даже их очень часто прикрываю каким-то покрывалом, потому что они очень сильно жарят. Поэтому вот этого источника тепла мне вполне достаточно, чтобы отапливать мой балкончик. Не могу сосредоточиться, когда я показываю вам орхидеи и хочу что-то сказать, теряюсь в мысли. В общем, давайте так, буду рассказывать. У нас, как я сказала, уже очень тепло дома, и тепло, которое даже мы хотим немножко, чтобы разгрузить в комнате помещение от этого жаркого воздуха, нас спасает эта открытая дверь. Поэтому у нас на балконе, прям очень всегда тепло. Исключением составляют как раз вот такие дни, как сейчас у нас крещенские морозы. Но таких дней в нашем регионе немного. Живу я в Украине, город Днепр, и наш климат зимний, он достаточно мягкий, без лютых морозов. Как правило, наша зима до -5-7, а так держится в районе от -7 до +5. Вот так всегда у нас зимой. Так как морозов не очень много, поэтому мне хватает этого пола уже вполне, я убедилась. Так как у меня нет в планах здесь, у нас, скажем так, у семьи есть некие другие планы, поэтому нет необходимости делать отопление капитальное. Можно было бы, конечно, за летний период сделать какое-то отопление, но у нас есть свои планы, поэтому мне надо было временный какой-то вариант, который бы мне в этом помог. Все, кто хочет делать обустройство своего балкона под выращивание орхидей, и вы только на том пути, чтобы все делать заново, я вам настоятельно рекомендую все продумать до мелочей, особенно что касается отопления. Потому что многие девочки, которые мне пишут, они пишут с достаточно с регионов, где очень суровые зимы. Это надо учитывать. Я вам рассказываю свой опыт, но вы учитываете также те климатические условия, в которых живете вы, и какие зимы у вас. Потому что мой опыт
Это мой опыт, он может вам совершенно не подойти, и вам надо додумывать, дорабатывать уже этот вопрос самим. Самое идеальное, что я знаю в этом случае, это делать капитальный теплый пол, либо электрический с возможностью регулировки термодатчиком, либо у кого есть котлы, это водяной теплый пол. Но с обязательной возможностью регулировки, чтобы вы смогли выставлять ту температуру и регулировать в зависимости от температуры на улице. Когда холоднее, теплее. Почему надо регулировать? Потому что все же надо создавать максимально комфортные условия температурные для выращивания орхидей. У меня на сегодняшний день я стараюсь поддерживать температуру у орхидей круглый год. Я стараюсь, когда получается, в какие дни, когда нет, это до 25 градусов тепла. Максимальная температура, которая комфортна фаленопсисам, я сейчас все время буду говорить о них, не брать во внимание другие виды орхидей, так что тоже это учитывайте. Значит, диапазон комфортный для выращивания это 20-25 градусов. Поэтому, если вы сделаете теплый пол без возможности регулировки, вы не сможете, вот на улице, например, потеплело, а вы не сможете отрегулировать тепло, и у вас, например, будет жарко. Ну и, соответственно, если похолодает, тоже не сможете контролировать тепло. Поэтому вот в этом вопросе подумайте. Такая наводочка вам. Так, по поводу моей температуры, мне тоже очень часто спрашивают, сколько у меня градусов на балконе. Я вам уже сказала, я стараюсь держать не только зимой, а вообще круглый год 22-23 градуса. С трудом у меня получается делать это пока летом, вот, но все же я стараюсь. Сейчас у меня самая низкая температура, которая случается у меня сейчас в морозы, которые сейчас у нас стоят до -20, это уже сегодняшняя ночь, я зафиксировала, это было 18 градусов, и только на нижних полочках, на вот этих нижних. Уже на второй и третьей полке температура была уже 22 градуса, а по низу все же 18, достаточно прохладно, еще допустимая температура, но уже прохладно. Я в такие ночи, вот эти все свои нижние орхидейки, которые стоят у меня на нижней полочке, я заношу в квартиру во избежание проблем с корневой системой, тем более я вчера полила свои орхидеи, а мокрые корни, вы сами понимаете, не терпят переохлаждения. Поэтому, чтобы не переживать из-за здоровья своих растений, в кратковременные такие морозы я заношу нижний ряд домой. Вот. Ну, на этот вопрос, я думаю, я вам ответила по поводу отопления. Сейчас я даже могу вам показать, сколько градусов у меня на балконе. Вот, 23 градуса. Вот, с влажностью 50. Ну, я стараюсь, чтобы моя влажность опускалась не ниже 40%. Идеально 60-65%. Теперь поговорим с вами о стороне света. Тоже часто задаваемый вопрос. У меня балкон северо-восточный. Вот здесь вот север, а вот здесь восток. Вот здесь у меня восходит солнышко, и в зависимости от в зависимости от времени года
солнышко уходит примерно до 12 часов. Просто зимой уходит раньше, порядка 10 часов вечера уже солнышко ушло, ой, 10 часов утра солнышко уже ушло. И летом около 12 оно отсюда уже уходит, чему я несказанно рада, потому что самое жаркое и жаркие активные лучи уходят с моего балкона и не выжигают мне влажность и не пересушивают мне растения. А теперь поговорим о том, как я притеняю свои орхидеи. С середины марта, ближе к концу, где-то так, в диапазоне середины к концу марта, еще по-разному бывает погода, и все зависит опять же от региона, тоже это учитывайте, не буду каждый раз об этом повторять. Примерно в этот период я начинаю потихонечку притенять свои растения. У меня по всему периметру балкона, начиная с восточной стороны и по всему периметру северной стороны, у меня висят жалюзи. Жалюзи сейчас покажу вот такого плана, самые обычные и самые удобные. Сейчас объясню, в чем преимущество их перед другими видами такого плана жалюзей. Перед, например, рулонными или же римскими. Во-первых, здесь есть возможность регулировки по высоте. Иногда солнышко на таком уровне находится, что достаточно, допустим, только опустить до половины. Конечно, и у тех вариантов есть такая возможность, но я просто буду рассказывать все преимущества этих жалюзей. У этого вида притенения есть возможность регулировки вот этих полосочек. Вы можете просто опустить жалюзи, когда полосочки находятся в горизонтальном положении, и вы уже притяните орхидеи от попадания лучей. Если же лучи солнца начинают с большей интенсивностью попадать к вам на балкон, у многих ведь и южная сторона, вы можете регулировать положением этих створочек поступление к вам на балкон солнечных лучей. Призакрыв немножко, вы уже уменьшите интенсивность, и можно совсем закрыть, тем самым избавить ваш балкон от поступления солнечных лучей. Итак, у меня вот по всему периметру, не буду показывать на остальные створочки. В общем, тоже скажу, что из всех проработанных вариантов это очень удобный, и уже на практике этот сезон я с ними прожила, и скажу вам точно, просто очень шикарное притенение для растений. Следующий вопрос, который мне тоже девочки задавали и попросили рассказать, это стеллажи и все о моих стеллажах. Со стеллажами у меня уже есть свой опыт и свои умозаключения, поделюсь с вами ими. Кто планирует заказывать стеллажи, вообще стеллажи лучше всего заказывать под заказ, чтобы вам сделали мебельщики, потому что стандартные стеллажи, вот как у меня купленные, они, как правило, имеют одинаковое расстояние между полочками. Вот тут у меня также стеллажи с одинаковым расстоянием, что очень неудобно, потому что у меня, как и у вас, собственно, у всех, коллекция состоит из разных орхидей с разным размером ботвы, и разместить их в одинаковое расстояние между полочками очень непросто. Мой вам совет, когда вы будете заказывать, под заказ делать вам стеллажи, вы просто проанализируйте, из каких сортов, каких орхидей ваша коллекция, и сделайте разное расстояние между полочками. Например, часть полочек вы сделаете
где расстояние будет, допустим, 30-35 сантиметров, часть полочек 40-45 и часть 60-70. Вот, ну это я вам примерно говорю, вы, конечно, уже ориентируйтесь сами, но советую делать разные расстояния с учетом, опять же, повески ламп. Я надеюсь, что вы все же применяете досветку в зимний период, то есть с возможностью, то есть что я имею в виду, когда у вас растение будет стоять на полочке. Видите, у меня немного, я уже просто приспособилась, потому что все это тоже не предусмотрено. В следующий уже раз, когда я буду заказывать для своих орхидей стеллажи, я все это из опыта, который уже имею, предусмотрю и сделаю все по-другому. У меня лампы висят, видите, за пределами стеллажа, а должна она висеть по серединке полочки стеллажа, тем самым попадая на листву. Вы должны сделать расстояние между полочками такое, чтобы до листвы было, ну, хотя бы, ну, вот как я в моем ролике я говорила, 15-20 сантиметров, ну, хотя бы 20 сантиметров должно быть. А еще лучше, вот как я уже тоже продумывала, это заказывать с возможностью регулировки высоты полочки. То есть, чтобы сделать так, чтобы при необходимости можно было менять высоту полочек. Это было бы вообще идеальным вариантом. То есть сделаем такой вывод, делаем разное расстояние между полками. По возможности, если можно регулировать, это учитываем. Но когда делаем так, если, допустим, без регулировки, вы должны учитывать еще и расстояние до лампы. Этот вопрос я тоже с вами обсудила. Мои стеллажи далеко сейчас не идеальные. Я оставила эти стеллажи, и в процессе уже их эксплуатации я поняла, как надо, что надо предусмотреть в следующий раз. Сейчас пока пользуюсь ими и исхожу из ситуации на сегодняшний день. Ну, как мне кажется, все основные вопросы я с вами раскрыла, все вам рассказала. Если будут какие-то еще вопросы, вы задавайте мне их в комментариях. Я постараюсь ответить на все их. Гости моего канала, подписывайтесь. Кому было интересно, ставьте лайки. До новых встреч, друзья. И пока. Try to fly